В небольшом городке Липовка, где время текло медленно, а улочки пахли свежескошенной травой, находился дом престарелых «Солнечный». Это было уютное место с цветочными клумбами и скрипучей верандой, где пожилые люди проводили дни за разговорами, чаепитиями и воспоминаниями. Но в последнее время в «Солнечном» появилась новая традиция, которая оживила его стены — клуб вязальщиц. Идея клуба принадлежала 78-летней Зинаиде Петровне, женщине с острым языком и еще более острым умом. Она всегда носила яркие платки и утверждала, что вязание — это не просто хобби, а способ держать голову в порядке. «Пока спицы в руках, старость отступает», — любила повторять она, постукивая спицами по столу для пущей убедительности. Вместе с ней в клуб вошли еще 4 женщины. 65-летняя Валентина, бывшая библиотекарь с любовью к детективным романам, 72-летняя Людмила, которая в молодости была портнихой и до сих пор хранила коробку с пуговицами всех цветов радуги, 80-летняя Тамара, тихая, но наблюдательная, с талантом замечать мелочи, и 85-летняя Екатерина, чьи истории о прошлом были такими красочными, что никто не знал, где правда, а где вымысел. Каждый вторник и пятницу вязальщицы собирались в гостиной «Солнечного», где пахло лавандой и старыми книгами. Они приносили свои спицы, клубки шерсти и бесконечные истории. Но однажды их мирное хобби дало трещину. Все началось с новой партии пряжи, которую заказала Зинаида Петровна. Она нашла в интернете магазин «Ниточка к ниточке», обещавший качественную шерсть по бросовым ценам. «Смотрите, девочки, какая находка! Меринос за полцены!» — радовалась она, показывая каталог на стареньком планшете. Пряжа пришла быстро, но качество оказалось подозрительным. Нитки были тонкими, быстро рвались, а некоторые клубки пахли чем-то химическим. Валентина, начитавшаяся детективов, сразу заподозрила неладное. «Это не меринос, а синтетика какая-то. Нас обманули», — заявила она, разглядывая этикетку. Тамара, всегда внимательная к мелочам, заметила, что на коробке с пряжей был указан адрес склада в соседнем городе. «Странно», — сказала она, прищурившись. «Зачем интернет-магазину склад в такой глуши?» Людмила, которая в молодости шила костюмы для театра и знала толк в тканях, подтвердила: «Это не шерсть, а акрил низкого качества. Я такое на ощупь определяю». Екатерина, как всегда, добавила драматизма. «Может, это мафия? Я слышала, в 60-х такие схемы с тканями проворачивали». Зинаида Петровна, не любившая, когда ее обманывают, решила разобраться. «Девочки, мы не какие-нибудь старушки, которых можно надуть. Надо проверить, что за ниточка такая». Идея казалась абсурдной, но в ней было что-то захватывающее. Клуб вязальщиц, привыкший к тихим вечерам, вдруг почувствовал себя героями детективного романа. На следующее утро Зинаида Петровна отправилась к директору «Солнечного», чтобы попросить доступ к компьютеру в библиотеке. Там она наткнулась на Ивана Сергеевича, 70-летнего вдовца, который недавно переехал в дом престарелых. Иван был бывшим детективом, прослужившим 30 лет в уголовном розыске. Теперь он проводил дни за чтением газет и игрой в шахматы с самим собой. Высокий, с густыми седыми бровями и привычкой ворчать, он выглядел как человек, который не верит в чудеса. «Иван Сергеевич, вы же сыщик, помогите нам. Нас, старушек, обманули с пряжей», — заявила Зинаида, не терпящая возражений. Иван фыркнул. «Пряжа? Серьезно? Я ловил бандитов, а не нитки распутывал». Но Зинаида умела быть убедительной. Она рассказала о подозрительном магазине, странном складе и химическом запахе пряжи. Иван, хоть и ворчал, согласился взглянуть на коробку. «Только чтобы вы отстали», — буркнул он,
но в его глазах мелькнул интерес. Иван изучил этикетки, поискал информацию о магазине в интернете и нашел отзывы других покупателей, жалующихся на подделку. «Похоже на мошенническую схему», — признал он. «Продают дешевое барахло под видом дорогой пряжи. Но чтобы доказать, надо копать глубже». Клуб вязальщиц, вдохновленный его словами, решил действовать. На следующем собрании клуба женщины разработали план. Зинаида предложила заказать еще одну партию пряжи, чтобы проследить, откуда она придет. Валентина, как поклонница детективов, настояла на том, чтобы записывать все детали: время доставки, имя курьера, номера машины. Людмила вызвалась изучить состав пряжи, чтобы подтвердить, что это подделка. Тамара взяла на себя наблюдение за перепиской с магазином, а Екатерина с ее богатым воображением придумала легенду. Они представились как клуб любителей вязания липовки, чтобы не вызывать подозрений. Иван, хоть и считал затею безумной, согласился помочь. Он связался со старым знакомым из полиции, который подтвердил, что склад в соседнем городе уже попадал в поле зрения из-за подозрительных поставок. «Но без улик ничего не сделаешь», — предупредил он. Иван поделился этим с вязальщицами, и те загорелись еще больше. «Улики? Мы их найдем», — заявила Зинаида. Через неделю пришла новая партия пряжи. Курьер, молодой парень с нервным взглядом, оставил коробку у ворот Солнечного. Тамара, сидевшая на веранде с видом на дорогу, незаметно записала номер его фургона. Валентина, вооружившись лупой, изучила этикетку и нашла крошечный штрих-код, который отличался от предыдущей партии. «Это не один склад, а целая сеть», — воскликнула она. Иван предложил съездить на склад в соседнем городе. «Но как мы туда доберемся? Нас же не отпустят?» — забеспокоилась Людмила. Зинаида только усмехнулась. «Скажете, что едем на ярмарку рукоделия. Кто проверит?» Женщины, вдохновленные ее решимостью, уговорили водителя местного автобуса, добродушного Степана, подбросить их до города под предлогом поездки за вдохновением. На складе, который оказался заброшенным ангаром на окраине, их ждал сюрприз. Внутри они увидели горы коробок с пряжей, но также странные ящики с надписью «Химикаты». Иван, почуявший неладное, велел женщинам держаться позади. Но Зинаида не послушалась и, схватив один из клубков, начала его разматывать. «Смотрите, тут что-то внутри», — прошептала она. В клубке оказался маленький пакетик с порошком. Иван побледнел. Это не просто мошенничество. Это что-то серьезное. Вернувшись в Солнечный, Иван связался со своим знакомым в полиции и передал информацию о складе. Полиция провела рейд и обнаружила, что под видом пряжи мошенники перевозили контрабандные химикаты для производства поддельных тканей. Клуб вязальщиц стал местной легендой. Журналисты из Липовки написали статью о том, как пожилые женщины разоблачили преступную сеть. Зинаида Петровна, держа в руках свои спицы, гордо заявила репортеру: «Никогда не недооценивайте старушек с пряжей». Иван, который поначалу ворчал, признался, что не ожидал такого азарта от своих новых подруг. Он даже начал посещать собрания клуба, хотя вязать так и не научился. «Я лучше чай заварю», — шутил он, наливая всем ароматный напиток. Клуб вязальщиц продолжил свои встречи, но теперь они вязали не только свитера, но и планы новых приключений. Зинаида Петровна мечтала организовать выставку их работ, Валентина писала детективный роман, вдохновленный их историей, а Людмила, Тамара и Екатерина спорили, кто лучше свяжет шарф для Ивана. Солнечный стал местом, где жизнь била ключом, доказывая, что возраст — это не помеха для смелости, дружбы и хорошего смеха. Уважаемые зрители, если вам понравилась эта история, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк, это очень помогает.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваша поддержка вдохновляет нас рассказывать для вас еще больше интересных историй.